знаешь, вот у музыкантов бывают на протяжении жизни какие-то хиты. Вот у тату-мастеров у них тоже на протяжении жизни появляются некие такие хиты, которые уже, знаешь, она уже сама по себе работает, это какой-то вот хит, написанный там когда-то, понимаешь? Как у меня когда-то была «Родина-мать», знаешь, вот это вот, на Джеффи Монсоне, она уже тоже «Хочу я или не хочу», она стала таким хитом, понимаешь? Там не столько по исполнению, хотя исполнение там хорошее, сколько просто вот по задумке, понимаешь, то есть это на американском бойце такой вот символ стойкости русского народа. Это был, наверное, мой как личный такой бой. Мне привезли и сказали, что у вас есть 3 часа, чтобы нанести это все. И у меня даже, когда работали, у меня на экране монитора, компьютера была сама картинка, ну, куда я подсматривал. Вот. И настолько я был сосредоточен, что, взяв компьютер за экран, я просто настолько сильно пальцем надавил, чтобы поправить экран, что лопнул монитор. Я его спокойно закрыл и открыл рядом на соседнем компьютере «Родину-мать», и вот работали. Есть люди, которые уже осознали и идут в эту культуру действительно за искусством. Существует вот аналогия, вот фильм, художественное совместное творение Ганса Гигера и Ридли Скотта «Чужие», некий организм, который реализуется только при помощи других живых организмов. Вот можно аналогию провести на наше искусство, то, что мы можем реализоваться только при помощи живых людей. Помнишь, как Сигурни Уивер говорила о том, что когда она встретила чужого в подвале, она еще так сказала: я пойду его поищу, он где-то там, в подвалах. Это 3-я часть «Чужих», и она, увидев его наконец-то, она поняла, что встреча их наконец состоялась, и она говорит: ты настолько вошел в мою жизнь, что я кроме тебя уже ничего и не помню. А сейчас сделай мне одолжение, просто не шевелись. Наносит удар. Любой, то есть диалог, монолог, это жестами, а эти жесты мне не дают работать очень мастером. Чё, чувак, завязывай. Не больно вот... Он прям сейчас спел то, что ты чувствуешь. По коже нет, не больно, а больно вот когда ты вверх, там вот скопление нервов каких-то, сюда, вот сюда, вот сюда. Да я понимаю, знаю, у меня тут везде покрашено. Осторожно, окрашено, блядь. А ты ебаная долбежка, ах ты, ох ты, блядь. Блядь, вверх ебашит куда-то в шею. Ничего не знаю, как это. Блядь. Охуенно, это так охуенно, это очень охуенно. Блин, да можно перекурить, а? Не, да ты заебал, блядь, садись. Даешь мне работать. Пожалуйста, дорогой. Давайте покурим. Я вообще еще на кофейне, я вам сразу. Тут чуваки, знаешь, набивают. Мы даже не посмотрели, кто это. Блядь, что мне стало? Я не сделаю руку сюда. Вот это вот отношение к татуировке, это вот рок-н-ролл, понимаешь, настоящий. Ебаная тетка, почему мне страшно стало? Все, не стыдно.
Ну я сижу уже давно, что ты пиздишь-то? Ровно же сижу. Мне что похвалить. Да ты вторую минуту еще не сидишь, потому что ты еще не за что говорить. Давай с полчасика хотя бы. Да, охренел ты что? Я от меня хочу попить. Нет, я теперь хочу пописить. Мне надо зубы почистить. Мне, Я на блядь, самом того- деле хочу пить, но Мне то все, блядь, 5-10. Ты каприз, блядь. это же полезно. Сука, подожди, дай я Да хотя ты бы... не дергайся, блядь, тогда не будет, я не буду впиваться. Я сижу аккуратненько и делаю. Ты начал ебашить, почем свет зря нахуй вся, блядь, тут суть ебаной жизни. За 12 часов пошел со мной. 12 часов просто охренеть. Чисто работаю, столько. Не, ну сколько? Ну 1,5 часа можно выкинуть на перерывы, да? Часа 3 можно. Серьезно. Мне вообще нихуя не давала работать. Может 5 минут, что? Давай 5 минут. Изо рта сигареты или сакс? Сигареты. А из сакса это просто из сакса? Ты знаешь, у меня был какой период, когда мне реально начинали сниться татуировки, то есть прям до отвращения. Там, когда я работал еще в Сайгоне, в Новосибе, очень плотная была запись, и ты фигачишь просто там по 3 месяца без выходных, то есть там не то что снится, там до нервных срывов просто меня все заебывало. Вот, но сейчас как-то попроще. Больше вызывает отвращение люди, которые красивые, там все дела, там вроде там на богатых шмотках, короче, а на коже их носят говно всякое. Вот эти вот мне непонятные люди, то есть у них цацки дорогие шмотки, которые там, знаешь, он сегодня выкинул, то есть сегодня купил, завтра выкинул, вот, а собственное тело не ценят. Вот, то есть, по-моему, это важнее гораздо, собственная кожа, ну, своя одежда. Они просто ходят все в синюшном говне каком-нибудь, в ширпотребном, абсолютно дешманском просто. Вот, при этом у них там маечка, блядь, там за 50 тысяч рублей, блядь. Туфельки, блядь, за 250 тысяч рублей. Вот, они приходят такие и, типа, сколько стоит татуировка? Вот столько. Ой, а что так дорого? Ну, слышь, ну тебе майка, блядь, дороже моего сеанса. То есть, ну, как можно такие вещи сравнивать между собой? Это даже, ну, это машины даже машины там, все это, ну, сегодня есть, завтра нету, они меняются. Ну, сегодня у тебя есть деньги на одну, через пару лет ты подрос и можешь себе позволить уже Бентли, но продолжаешь шаманить свою копейку, блядь. Татуировка — это очень дорого. Это дороже, чем ювелирные украшения зачастую. То есть дороже, чем золото. Там люди не покупают золото, люди покупают то, что даже не смогут продать. Дивиденды — это реакция окружающих на тебя. Вот это дивиденды. То есть как будут реагировать на тебя окружающие люди у нас. Это и бабушки у подъездов, это и госорганы какие-то, и на работе, и еще что-то, и при знакомстве там с кем-то, про секс, я имею в виду. То есть это все работает. Тоже знаю таких людей, которые там забиты, у них там все круто, по-модному, и татуировки вроде неплохие, то есть, но они все равно сделаны какие-то просто как дань моде. Вот, и реально ты смотришь на него, думаешь, блядь, супер крутой чувак там, а начинаешь общаться, знакомиться, это просто закомплексованное чмо. Я не знаю. Можно познакомить тебя с Димой? Пожалуйста. Хорошая девочка, Привет. маленькая. По-любому. Да, это очень известный тату-мастер из Москвы. Ой, нет, стоп. Ты из Москвы? Не помню, да, по-моему. Ну ладно, пусть будет из Москвы. Ну, я просто пионер, я просто, к сожалению, вот не особо знаю. В общем, я хочу просто девочке показать, ну, что все может быть хорошо в жизни. По-любому. Удачи Да. вам, девчонки. Все будет супер круто. Есть прям татуировщики, которые просто, блядь, татуируют только симпатичных телок. Там, для остальных у них типа запись закончена. И все, и там пристают там всяко разным. Есть там один товарищ, просто там делает там одну бровь,
залазит так наглую под юбку, говорит, если не дашь, я тебе вторую делать не буду, блядь, в таком духе. Прям реально у нас прям рассказывали такие истории, то есть я не буду имен называть, но те, кто знает историю, короче, уже поржут. Блядь, к нам просто приходит реально клиентка, и вот такую историю нам рассказывает. Приходит с одной бровью, мы такие, блин, всякое видели, то есть, там, знаешь, переделаете, еще что-то. А там просто, типа, одна бровь, мы такие, вообще, у нас даже в голове не было, типа, как это получилось, расскажите нам, она, ну, вот так, вот так. Я не знаю, я не могу себе такого позволить, блядь, это просто, в первую очередь, это моя репутация, то есть, как профессионала. Это просто непрофессионально, я считаю. Ну, после работы, да, я готов там пойти куда-нибудь посидеть, там, может, еще что-то, но во время некрасиво, я считаю. Это ужасно, неудобное место, пиздец просто. То есть, ну, не... В жюри, а что мне там, судить сейчас? 2 минуты сейчас, прям 2 минуты можно? Ну там уже орут минуты. Давай еще, да, успеем, да, еще пообщаемся по-любому. Пожалуйста, 96-й номер. Мастер Киборг, Москва. Студия «Анатомия». Пусть день висит, радует вам глаз и напоминает об этом фестивале. Влад Аронс тоже благодарим. Представитель Влад есть здесь? Нет никого. Ну, тоже спасибо большое. Когда на первом месте бабло, творчества никогда не будет. И когда на первом месте творчество и развитие, то есть все равно в какой-то момент ты достигаешь, то есть своим упорством и трудолюбием достигаешь какого-то уровня, после которого к тебе просто паломничество начинается. То есть и бабки сами по себе притекают, то есть тебе не надо за ними охотиться, они охотятся за тобой. Вот. Подход изначально должен быть качественный, а не количественный. И когда будет у тебя идеально все по качеству, люди это ценят, они видят, то есть люди не все идиоты. Жека, смотри, виноград неохота. Ну, виноград неохота, говорю. А вот эти завитки, охота, чтобы они покрупнее были. Охота, чтобы у него там была, да, детализация, например. Ну и завитки, чтобы они как бы... Ну, хотя вот, в принципе, вот как у тебя на шее, они тоже мелковаты смотрятся, да? Прикольно. Охота крупный, объемный, а уже на концах он такой бьется, разбивается. Я говорю, и виноград, Жак, надо что-нибудь его тоже как-нибудь заменить. Может быть, как-нибудь сделать. А, ну ты наоборот хотел сделать, чтобы он снаружи, да, был? Не, он в глубине, он наоборот, типа, будет как раз фоном темным. То есть он в тени. А, в тени. У нас свет же Вот, ну лучше тогда завиток какой-нибудь сделать, чтобы нахуй этот виноград. У меня не особое просто какое-то это отношение к винограду, чтобы вот он на себе колоть. Видел случай, прикинь, где, короче, львица жирафенка, короче, сожрала, ну, и, то есть, а у нее самой львята там были, короче, и жирафиха несколько дней ходила, короче, страдала, понял. Пришла, короче, в логово ее, короче, и не на львицу, да, нападала, она, короче, детей прям распинала, нахуй, вообще прям в хлам. Прям их пинала там по всему полю, короче. Ну, убила прям. То есть, прикинь, какое чувство, да, что даже отомстила как бы таким образом. В процессе работы, да, возникает взаимопонимание. Прежде всего происходит обмен энергиями с клиентом.
Вообще огонь. Шлем только чуть-чуть на мотоциклетный вот в этом месте. Ну я же мотоциклист. Ну да, я как бы сразу так и подумал, что он мотоциклетный в силу того, что ты мотоциклист. Но хотя они бывают с полной маской, поэтому нормально. Как бы, блядь, ругаться не начать. Так, ну вот. А я сейчас аккуратно вот эту поворачиваю штуку, а ты встаешь вот так. Да? Ну, допустим, и потихоньку начнешь поворачиваться сейчас по мере отснимания. Ну, еще надо белым покрыть. Вверх. А ты прям рукав погонишь или так и останавливаешься? Да, посмотрим. Пока не знаю. Как пойдет? Пока планов никаких не было. Так, ну вот. Татуировка — это же, ответственность, то есть ответственное решение, которое будет с тобой всю жизнь, всю оставшуюся, по крайней мере. And then перерыв. But после перерыв, в общем, we keep, как сказать, продолжаем. This one's called No Sleep, Only Rock and Roll. Самосовершенствование — это анонизм, саморазрушение. Типа эта штука простоит дольше пирамид. Чувак вот таким образом подходил ко всей хуйне. И знаешь, как он умер? Пиздец, блядь. Бессмысленная и беспощадная смерть гения. Он просто, как все художники, он просто пятился. Чуть-чуть нужно отойти от картины, чтобы увидеть целиком всю композицию. Когда ты рисуешь особенно крупную картину. А когда эта картина высотой, блядь, например, 200 метров, пришлось отходить далеко, короче. Вот он пятился, то есть, чтобы что-то увидеть. И его просто сбило трамваем. Первым ебаным трамваем в Европе. Парам-пам-пам.
Рюкзак, зачем нам поручить? Чужая земля. Браво!